Девочки, мальчики, всем привет! Сегодня мы делаем вот таких вот ангелочков с одной бусинкой, с двумя бусинками. Посмотрите, что вам больше нравится, так себе и сделайте. Как говорят, ангелочки должны быть безликими, но можно сделать и вот с такими милыми мордашки. Это личное дело каждого. Ну, либо вот так. Можно остановиться на этапе сделать просто крылышки, как это изначально было. У меня такая задумка, просто символический подарок к Пасхе. Вставить сюда какую-то бусинку, и вот будут просто вот такие вот няшненькие крылышки от ангелочка. Ну, либо уже повторять все совсем вот такого вот цельного ангела. Не обязательно делать это к Пасхе, это можно подарить и к Рождеству, и на елочке оно будет хорошо смотреться, повесить просто у детской кроватки. Ну, такая милая вещица, просто для хорошего настроения, для хорошего человека. Так, что у нас по размерам? Вот они у меня помещаются вот так вот на ладошке, ни небольшой, не маленький. Размеры получается где-то вот так вот сантиметров 9-10 и вот так 10, если с бусинами, то 14-15 сантиметров. Ну, вот так. Если вы хотите такого же размера, как у меня примерно. У меня нитка в 100 граммах 300 метров. Крючок у меня 2,5 миллиметра. Ну, вы сами понимаете, возьмете немножко грубее нитку, больше крючок, соответственно, крылышки будет побольше. Ну и все то же самое с меньшим размером. Не будем терять время. Начинаем. Начинаем мы наше вязание с кольца амигуруми. Вначале мы делаем 3 петли подъема. Раз, два, три. И в это кольцо мы делаем еще 15 столбиков с одним накидом. И затягиваем. Итого у нас получается 16. Набираем. Вот у нас есть 16 столбиков с одним накидом. Закрепляем соединительной петлей. И делаем 15 воздушных петель плюс одну подъемную. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15 и одна подъемная. Дальше во вторую петелечку от крючка мы провязываем все 15 петель до конца. Встретимся в конце ряда. 1, 2 и так далее. 14, вот 15 петля, 15. И там, где мы соединяли наши вот эти все столбики, мы в эту же петлю делаем соединительный столбик. Все в одну петелечку. Вот сюда мы будем еще несколько раз вставлять наш крючок. Дальше петля подъема, разворачиваем вязание. И вот здесь вот, девочки, очень внимательно. Мы будем вязать практически все наше вязание, все наши ряды, начиная с третьей петли от крючка, не со второй, с третьей. 1, 2, 3. Вот сюда. За заднюю полупетлю мы начинаем наше вязание. И так будет начинаться практически каждый наш ряд. Мы вяжем уже 14 столбиков без накида. Одна. Вот так вот за заднюю полупетлю. Второй столбик. Третий. И так далее. Вот так вот 14 петель мы провязали. Не довязали одну петелечку. В принципе, из этого и будет состоять все наше крылышко. О том, что в каждом новом ряду мы будем не довязывать по одной петельке. Вот из-за этого на все пойдет на уменьшение. Дальше 14 мы провязали. Мы делаем петлю подъема, поворачиваем вязание. И снова мы начинаем вязать за третью дальнюю полупетлю. Считаем 1, 2, 3. Вот сюда дальняя полупетля. Мы снова вяжем 14 столбиков без накида. 2 и так далее. Я провязала 12 столбиков в конце ряда. Сейчас хочу вам показать некоторые нюансы. 13 столбик, вот здесь эта петелечка очень хорошо видна тоже, мы ее провязываем 13, а 14 она всегда прячется, вот она здесь, и вот нащупайте, девочки, вот
Вот она, вот такая вот полупетелечка. Вот она здесь есть. Она будет там прятаться всегда. Вот эта последняя петелька, но она там будет. Ой, сейчас, секунду. Вот она есть. И вот мы ее провязываем. Это 14. И присоединяемся соединительной петлей мы опять в ту же самую петлю, в которой мы начинали все это. Мы опять присоединяемся соединительной петлей именно вот сюда. Есть. Мы снова делаем петлю подъема, поворачиваем вязание и снова, начиная с третьей петли задней дужки, 1, 2, 3, мы начинаем вязать уже 13 столбиков без накида. 1, 2 и так далее. То есть мы опять не довяжем одну петелечку. Встретимся там. Мы провязали 13 столбиков без накида. Все как и в прошлом ряду. Мы делаем петлю подъема, поворачиваем вязание. И снова с 1, 2, 3 вот такой вот задней полупетельчики мы начинаем вязать в обратную сторону те же 13 столбиков без накида. Встретимся снова в конце ряда. Так, снова конец ряда. Мы провязали 11 столбиков. 12, вот он, видно хорошо, как и в прошлый раз. 13, вот он прячется, но он есть. Вот она, вот наша петелечка. Мы ее провязываем. 13, и снова мы присоединяемся вот в эту петельку, в которую и раньше. Все еще вот сюда, соединительной петлей. Как и в прошлый раз. Подъем, переворот с третьей петли. Не забываем, это важно, потому что перекосится все вязание. 1, 2, 3, задняя полупетелечка. И продолжаем вязать уже 12 столбиков без накида. 12 петелек провязано. Петля подъема, переворот с третьей петли. Напоминаю, каждый раз 1, 2, 3. Мы вяжем в другую сторону 12 петель. Так, 11 я провязала, 12. Вот мы ищем опять мою спрятанную петелечку. Вот она есть, 12. Вот есть. Если вы запутались, очень легко по вот этим вот столбикам. Первый это был 15, 14, 13, 12. Вот 12 петелек. И вот, наконец-то, мы вот эти 12 уже вселяем не в эту, в которую мы все это делали, а в следующую петелечку. Вот сюда соединительной петлей. Вот она есть. Делаем петлю подъема, переворот. И снова с 1, 2, 3 петли мы начинаем вязание за задние полупетли. Уже 11. Девочки, с вами я буду, вот это крылышко, я буду вязать очень подробно, каждый ряд, еще раз вам напоминать, и еще раз вам говорить, сколько нужно провязывать. Все очень подробно. Следующую половиночку, я уверена, вы свяжете уже самостоятельно, просто вернувшись в начале видео. Так, здесь провязываем 11, опять не довязываем одну петелечку. 11 провязали, петля подъема, переворот, 1, 2, третью не забываем, обратно вяжем 11 полустолбиков, ой, полустолбиков без накида, 11 штук, как всегда. Там вяжем, находим вот эту, которая прячется, встречаемся в конце ряда. 10 провязали, вот наша 11 спрятанная, 11. И мы теперь идем каждая в свою петелечку. Каждый последующий ряд уже будет вот отдельный, вот своя петелечка. Соединительная петля, петля подъема, переворот. И сейчас мы делаем опять с третьей петли. Где у нас петли? 1, 2, 3. Вот с третьей мы вяжем уже 10. Опять не довязываем одну. Провязали 10, петля подъема, переворот в третью петлю за заднюю дужку, 1, 2, 3,
Провязываем 10 столбиков в другую сторону. 1, 2, 3 и так далее. 10 столбиков без накида. Провязали 10. Прикрепляемся вот в эту следующую свободную петлю соединительным столбиком. Петля подъема, переворачиваем вязание. С третьей петли 1, 2, 3 за заднюю дужку вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3 и так далее. 9 столбиков. Как обычно, не довязали 1, 9 всего, столбик подъема, петля подъема, с третьей петельки 1, 2, 3 вяжем 9 в другую сторону, 9 столбиков без накида. 1, 2, 3 и так далее. 7, 8 и вот эта 9, вот она, 9. Присоединяемся в следующую петлю, вот она, в свободную. Глухая петля, петля подъема, переворачиваем. 1, 2, 3 отсчитали за заднюю дужку, 8 столбиков без накида. 1, 2, 3 и так 8. Провязали 8. Петля подъема, переворот. 1, 2, 3 за дужку вяжем. Снова 8 столбиков без накида. 1, 2 и так далее. 8 есть. Присоединяемся снова вот к новой петле. Глухая, подъем, переворот. 1, 2, в третью вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2 и так далее. Провязали 7, петля подъема, переворачиваем в третью, вяжем 7. 1, 2, 3 и так далее. 7 есть. Присоединяемся глухой петлей в следующую петлю кольца, присоединились. На этом одна половинка крылышка у нас готова. Вот. В процессе вязания мне стало легче вязать не вторую половинку крылышка, а потом все остальное. А чтобы не обрывать вот эту нить, сразу мы провяжем вот это вот само тельце. То есть, чтобы не обрывать сейчас нить, мы начнем с него же. То есть мы прямо отсюда мы сделаем 40 воздушных петель, цепочку из 40 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. 40 петелек провязали цепочку. Теперь мы делаем 2 петли подъема. В третью петлю от крючка 1, 2, 3, третью. От третьей петли мы провязываем 4 столбика с одним накидом. В каждую петлю по одному столбику. 1, 2, 3, 4. Привязали. Теперь следующие 25 петель мы будем провязывать убавки. В каждую петлю мы будем провязывать 2 столбика с одним накидом. Все просто. 1 и второй вот сюда же
Это будет наша первая прибавка. И вот таких вот петель мы делаем 25. Не довязываем 10 петель. Провязываем самостоятельно. Я думаю, что вы справитесь. Ничего в этом завитке нету сложного. Один и второй в это же отверстие делаем прибавку. И таких петелек мы провязываем 25. Мы провязали 25 петель. У нас осталось 10 петель, и их мы будем провязывать тоже прибавками, но в одну петлю мы будем делать по 2 столбика с 2 накидами. 1, 2, с 2 накидами, и вот в ту же. И еще раз. Два накида, тоже отверстие. И провязываем до конца уже вот такими столбиками в одну петлю 2 столбика с 2 накидами. Мы провязали, делаем одну петельку, вытаскиваем. Так, что мы делаем дальше? Дальше нам нужно провязать второе крылышко. Второе крылышко. Где мы его начнем вязать? Смотрите, мы от вот этого вот последней петли, куда мы присоединяли последний ряд вот этого крылышка, вот оно, отсчитываем от него 6 петель по кругу, и оттуда мы начнем вязать. Смотрите, вот это, которое было присоединенное, а мы отсчитываем 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот эта петелька, вот она. С этой стороны заходим, берем нитку, подсоединяем. Вот. Провязываем 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И одну подъемную. Вы помните, как мы начинали вязать первую половину крылышка. И вот у нас получается, что теперь наше вязание, вот у нас одно крылышко, одна половинка, а вот отсюда пойдет другая. И все начнется то же самое. 15 мы провязали, одна петля подъема, во вторую от крючка мы провязываем 15 петель, подсоединяемся вот в это отверстие, откуда мы начали. Потом петля подъема, провязываем уже 14, одну не довязываем, 14 столбиков без накида, петля подъема в третью петелечку, за заднюю дужку, начинаем провязывать обратно. В общем, сейчас вы просто перематываете видео на начало вот этого половинки крылышка и начинаем вязать все то же самое. Начиная вот от цепочки из 15 петель и пошли вот так вот рядочки туда, туда-сюда. Встретимся с вами тогда, когда мы провяжем уже вот этот последний ряд. 7 столбиков без накида в одну сторону и 7 столбиков без накида в другую сторону. И вот на этом этапе встретимся с вами снова. Так, вот мы наконец-то добрались почти до финиша. Я провязала последние ряды туда 7 столбиков без накида, обратно.
И теперь нам нужно подсоединиться вот в эту петлю, где мы подсоединяли последний ряд с этого крыла, чтобы крылышки были вот так вот, больше соединены наверху. Поэтому вот у нас вот эта петля, куда мы соединим два крыла. И еще такой важный маленький момент. Мы соединяем вот это вот тельце, вот надо, чтобы оно было вот с этой стороны, вот справа, чтобы мы вставили крючок и вот так вот сделали глухую петлю. Вот так. Если этого не сделать, у нас получится, сейчас я покажу, что получится. Если мы сделаем вот так вот в эту сторону, когда мы будем потом набирать цепочку из воздушных петель э, для бусинки, для вот всего вот этого вот эта цепочка, она будет, видите, как бы с левой стороны, она будет сбоку, не по центру самого ангела. Поэтому вот уделите этому внимание, не пропустите этот такой маленький нюансик, потому что будет, опять же, как-то, ну, не очень эстетично. То есть помним, что вот это вот ложим сюда, вот сюда вот в правую сторону, вот в эту петлю, там, где мы подсоединяли седьмой ряд, последний ряд этого крыла, вот сюда глухой петлей закрепляем. И все. И с этого момента мы вяжем 45 воздушных петель. Провяжем, потом встретимся. 45 воздушных петель. Так, провязали 45 петелечек. Делаю, я вот так вот просто делаю на глаз. Вот так вот. Примерно сколько вам нужно, какая петелечка. Это будет у меня примерно вот так. Цепляем стараемся за 2 дужки, кстати, прицепить. Не за одну, а за 2, чтобы оно не растягивалось. То вытаскиваем вот такой вот глухой петлей. Есть. Делаем один контрольный и вытягиваем. Обрезаем. Есть. Все, в принципе, у нас уже все собрано. Теперь бусины. Я сделаю вот так вот с двойными, мне так больше понравилось. Бусины, кстати, они, вот эта большая, она примерно 2 сантиметра в диаметре. Вот эта маленькая, чуть-чуть больше 1 сантиметра. Если вам нужно будет именно вот такого же диаметра, как и у меня. Так вот это все происходит. Достаточно большие отверстия для того, чтобы все это прошло. И вот это. И тоже шарик я выбрала безликий. Все-таки ангелочек будет у меня безликий. Все, девочки, мальчики, сейчас я просто вот это вот обязательно нужно подтянуть. Подтягиваю, чтобы все было затянуто. Обрезаем все ниточки. Прячем, обрезаем. И получается у нас вот такая вот красота. Вот такая вот милота. Вот такие ангелочки у нас получились. Я уверена, что вашим родным и близким они очень понравятся, потому что они сделаны вашими руками и, самое главное, от души. Ставьте лайк, если понравилось видео. Напишите комментарий. До новых встреч. Всем мира и добра. Па-па.